маленькой школе на окраине города учительница математики, госпожа Беннет, была известна своим строгим и порой жестким подходом к ученикам. Она требовала идеальных результатов и не прощала малейших ошибок. Среди ее учеников была девочка по имени Катрин, тихая, застенчивая и замкнутая. Катрин старалась не привлекать к себе внимания, сидела в углу класса и избегала общения с другими детьми. Госпожа Беннет часто находила поводы подразнить девочку. Она насмехалась над ее акцентом, унижала ее темнокожую кожу, называла неспособной справиться с заданиями. Катрин старалась сдерживать слезы, но боль от этих слов была настолько глубокой, что, приходя домой, она часто сидела в своей комнате, подолгу думая о том, почему она не может быть как все. В такие моменты ей казалось, что вся школа против нее. Однажды после очередного унизительного замечания Катрин не смогла скрыть свои чувства. Она пришла домой и, с трудом сдерживая слезы, рассказала маме, что происходит в школе. Мама, заметив, как изменилось поведение дочери, решила немедленно вмешаться. Это было не просто оскорбление, это был крик о помощи. Как раз в этот день директор школы, мистер Харрис, был в здании. Мало кто знал, что он был дедушкой Катрин. Он был строгим, но справедливым руководителем, и когда он узнал, как его внучку унижает учительница, его лицо омрачилось. Он не мог позволить, чтобы подобное продолжалось. На следующий день мистер Харрис вызвал госпожу Беннет в свой кабинет. Она вошла, уверенная, что сможет оправдать свои действия. «Садитесь, госпожа Беннет», — сказал директор, не поднимая глаз от бумаг. «Нам нужно поговорить о вашем поведении». Госпожа Беннет села, не понимая, что ее ждет. «Вы запугиваете мою внучку», — продолжил мистер Харрис, поднимая глаза и внимательно смотря на учительницу. «Насмехаетесь над ее акцентом и внешностью. Это недопустимо. Ваши методы — это не обучение, а унижение. Я не потерплю этого». Учительница, наконец, поняла, что ситуация серьезная. Она попыталась оправдаться. «Но я всего лишь пыталась заставить ее лучше учиться. Я не хотела причинить боль». «Вы не хотите причинить боль?» — перебил ее директор. Его голос был холодным и твердым. «Тогда почему вы позволили себе уничтожать ее самооценку? Вы перегнули палку. Ваши действия не только непрофессиональны, но и несправедливы». Госпожа Беннет попыталась что-то возразить, но директор был непреклонен. «Я не хочу больше слышать ваших оправданий. Вы уволены». Учительница застыла, не в силах поверить в происходящее. Она пыталась говорить, но слова не шли, а директор уже не хотел ее слушать. С этого дня Катрин стала чувствовать себя в школе гораздо спокойнее. И хотя она оставалась застенчивой, в ее глазах появился свет, а в ее сердце уверенность. Она знала, что теперь у нее есть защита, и что справедливость всегда восторжествует. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилась история, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Буду очень благодарен за вашу поддержку.